Вечером в среду, после обеда, сон для усталых и грустных людей. Мы приглашаем всех, кто отчаян, в прогулку по Питеру с Карой. Станция метро Лиговский проспект. Мы на самом проспекте Лиговском. Сейчас тут метнемся в подземный переход. Ебал я тут пак. И продолжим путешествие по проспекту в сторону обводного канала. Ну или, как приезжие любят говорить, обводного. Всем привет! Всем доброго вечерочку. Так, да, давайте. Всем доброго вечерочку. У нас тут Лиговский проспект ковыряют. Сейчас увидите и тротуарную часть, и выделенную линию автобусов. Короче, здесь случился транспортный коллапс. Всем привет, добрый день, добрый, да я бы уже вечер сказал. Еду я, значит, на автобусе. Думаю, сейчас до обводника докачусь. И там начнем. А автобус чуть ли не на каждом перекрестке стоит. Это все вот как раз проблема того, что Лиговский перекопали. Именно вот внутреннюю часть, плюс вот сейчас за мной спиной, видите, вот эти вот бело-красные пластмассовые штуки-дрюки. Так, что там, здравствуйте. Надо дружить. Да. В принципе, давайте так. Сильно никакого смысла глубокого. Всем привет, хорошей прогулки, спасибо. И вам хорошего просмотра, надеюсь. Так, ладно. Я опять с темы на тему перескакиваю. Короче, хотел я начать от станции метро Обводный канал. Но вот там, где нас время поймало подходящее, там я и стартанул. А это уже был Лиговский проспект, станция метро. Но все равно, сейчас дойдем до обводного канала, пройдемся чуть-чуть по обводнику, примерно где-нибудь до Газгольдера, там где сейчас планетарий номер 1 расположен. Свет знаний. Так, знаете что, я сейчас это такой маневр, а тут я протру камеру в это время, уж извините. Все, это снова я. Так, дойдем до обводного, пройдемся по обводному до планетария, а там свернем в сторону Семенцов и как-нибудь, скорее всего, вырулим к Сенной, а там и Васильевский остров. Сразу предупреждаю, друзья, надеюсь, за этого дождя не будет. Видите, я тут в солнечных очках, тут у нас прям засвечивает, дождь был днем. Сразу предупрежу, что если вдруг я прощелкаю и заряд на телефоне достигнет нуля, а я трансляцию не завершу, она так и будет висеть. Вы, наверное, будете видеть черный экран, или я не знаю, что там бывает, когда я отваливаюсь. Я к чему? Что я буду, конечно, стараться следить за этими сообщениями на телефоне, но вдруг, я предупреждаю, если я вдруг пропаду, это села батарейка, и я
Добрый день. Так, всем добрый день, да. Прикольная какая-то. Я не знаю, что это. Здесь висит 4 буквы, как будто еще 2 не хватает. Вот, пахнет жареным мясом. Коптильня. Коптильня. Ижачок Юпитер 5. Бультерьерчик с розовым поводочком. И тут какая-то мясная история во дворах. Ничего себе. Бренд Маур разрисованный. Это прикольно. Это прикольно. Что тут? Кто тут? Какая-то коптилка прямо вместо движителя в этом пикапе. Приколдесно. В общем, тут какая-то панк-рок история с мясом и всяческими штуками-дрюками. Ride with the devil, hide with the Lord. Бильярдик. Вот, слушайте, всем этим, кто любит потяжелее, все сюда. Интересненькое место. Всем привет, всем привет. Конечно, сегодня мы гуляем по Петербургу историческому, по исторической части. Надеюсь, успею дойти до Васильевского острова. Что там все у них падает? Кого там стреляет? Вот. В общем, где-нибудь прогулочка максимум часа на 2. Больше я не осилю, и телефон не выдержит. Я без аккумуляторный, без пауэрбанковый, беспроводной. В общем, прогулка на минималках. Так, история про торможение Ютуба. Если у кого-то до сих пор тормозит, в описании к стриму есть первая же ссылка с способами, как победить торможение на компьютере. Я разделю... Так, я на себя переключу. Я разделю устройства, с которых можно смотреть и с которых чаще всего вы смотрите. Это первое. Мобильное устройство. То есть не просто мобильничек на домашнем Wi-Fi, а именно мобильный интернет должен быть. Вот при мобильном интернете, по крайней мере у меня и плюс там у знакомых, YouTube не тормозит. Видео в хорошем качестве выдает. Вторая техническая история — это компьютеры. Да? Все-таки компьютеры, наверное, эта история больше применима к Windows пользователям. То вот есть решение, как раз ссылка, которая у меня под стримом, первая же. Там варианты, как это все дело победить. И один из вариантов, который называется Goodbye DPI, он правда рабочий. Я, по крайней мере, на себе проверил, на своем компьютере. Тормозить перестало, отлично показывает. И третий вариант просмотра ютубов — это телевизор. Тут вариантов никаких. Телевизор, если у вас подключен проводом или к домашнему Wi-Fi, то так ничего не будет показывать. А если вы подключитесь, раздадите Wi-Fi с телефона на телевизор, то все будет прекрасно показывать. Привет, Роман. Попала на ваш стрим. Ура! Наталья, привет. Так вот, мобильный интернет стрим не тормозит. Раздаем на телевизор с телефона Wi-Fi, телевизор не тормозит.
красоту вам покажу. Ну и компуктер. Берем ссылочку и по ней там буквально у вас 3 минуты времени вашего, и вы делаете, что на компьютере у вас перестает тормозить YouTube в том числе. Пути обхода, видите, уже плюс-минус придумали. Все для вас. Мы подходим к обводному каналу, или, как говорят приезжие, к обводному. Знаете, мне тоже первое время уши резало именно такое ударение, а потом ничего, привык. И мне, слушайте, мне вот прикольно. Я вот ради прикола и обводной буду говорить, и севкабель уже говорю. И вот так триггеряться на это все дело, всем так это не нравится почему-то. Так, а мы по обводному не пойдем. А почему? А потому что нам будет солнце в лицо и прямо в камеру, в фейс светить. Я, конечно, в очках мне норм. Так, я сниму куртку. Что-то мне жарко. Пока солнце. Да, а то у меня спина вспотела. Пойду так. Так, друзья, знакомлюсь с чатом. Что у нас в чате? YouTube тормозит. Женя Ефимович только что для вас все рассказал. Как победить. Первое же сообщение, первая же ссылка в описании к стриму. Там все написано, как победить. Проверено. Повторяться не люблю. Не люблю повторяться. Ну вот, Ваня, вы такой молодец, установил хитрую программку, как бы. А пруфы где? Пруфы? Какую программку? Поделитесь. Явно не вы ее не сами сделали, поэтому никаких авторских прав и отчислений. Главное, чтобы без регистрации СМС все это дело было. Сейчас мы вот тут у Нептуна вметнемся немножко во дворы, потому что наверняка и шум от дороги, потому что помимо того, что у нас обводный канал, это водная магистраль, ну, по ней, конечно, никто не ходит, а не магистраль, а просто вода. Никакие, кстати, кораблики, никакие прогулочные вот эти все истории по обводному каналу не ходят. А вот машины, что с этой стороны, где мы идем, что с противоположной, очень много. Очень много. Да, Иван, вы тут заинтриговали. Это как шутка. Как заинтриговать человека? Как? Завтра расскажу. Ага. Так, все, предлагаю пойти шариться дворами. На обводный канал посмотрели. Там впереди у нас, не знаю, видно вам или нет, идет поезд над обводным. Идет на Витебский вокзал. Там впереди у нас и Московский проспект, и все, ладно. Не дойдем мы до Газгольдера. Не очень-то и обидно. Так, дворы супер, я за. Ну, тут, короче, пошляндаемся, выруливаем дворами. Нам главное сейчас вырулить между Пушкинской, и выпало у меня из головы.
Фиолетовый, это кто там? Кто там? Дядь, подскажи. Ладно. Ну, короче, в районе Пушкинской главное нам выскочить. Там двориками пройдемся до Сенной. Но от Сенной мы уже к Исаакию, и от Исаакия, конечно же, на Васильевский. Так, Влад у нас не унимается. Влад реклама. Буду ходить и показывать вам домики. Какие-то, может быть, красивые, какие-то, может быть, не очень. Короче, будем ходить и крутить головой по сторонам. Но и опять же, пойду не очень медленно. Так, буду стараться все-таки не тупить. Ну и надо как-то так идти, дабы сильно вам картинку не раскачивать, да. Погодка замечательная. Дует легкий ветерок. Не жарко. Ну и слава богу, дождь прошел. И надеюсь, в ближайшие 2 часа он не соберется. А мы собрались. Мы собрались гулять. Так, что? Влад, вы делаете мне больно. Так, с вашего позволения пойду вдоль проезжей части. Здесь вам будет лучше видно, а я как будто бы к машине своей иду. Шикарный домик с шикарными колоннами, лепниной. Для тех, кто не в курсе и там, может быть, не так часто или бывал, или что-то слышал, вот заметьте, первый этаж, как окна оформлены, второй этаж и выше, 3-й, 4-й. Дом изначальный, он не надстраивался, ничего. И по степени оформления, по качеству оформления второго этажа надо понимать, что в те годы жить на 2-м этаже было максимально престижно. Сейчас же у нас все собираются и все стремятся к высоте, все повыше. Но тогда вот 2-й этаж, лифтов же еще не было практически. Лифт было дорогое удовольствие. Ну и вот жить на 2-м этаже, или как оно называлось, bel étage, на французский манер. Это еще в ревизоре можно проследить эту тенденцию, когда псевдоревизор как-то там в запале
Говорит, бывало так сметнусь к себе на 4-й этаж, а потом осекается и говорит, ой, что ж я такое говорю-то, я ж в белэтаже живу. А почему? Потому что ревизор это все-таки был чиновник очень высокого ранга и по статусу, который и по доходам мог себе позволить жить на 2-м этаже, снимать квартиры на 2-м этаже. А в качестве псевдоревизора же приехал студентишка, который за 3 копейки комнату снимал на 4-м этаже. Как-то так. Как-то так. Ну и, соответственно, если вы на каком-нибудь доходном доме видите, что не очень-то красиво или там не очень качественно оформлено, в принципе, фасад, как вот сейчас вот этот угловой дом, да, Влад. Вот, в общем, здесь вот, ну, никак не оформлен. То есть просто это обыкновенный был доходный дом, и все. Никакие тут графья с кем-то там, в общем, не жили. Так, всем, кто любит подводный мир, все едут сюда. Планета Нептун, океанариум. Лифт в Сталинках. Влад, у меня один вопрос. Вы генерируете как-то это осознанно фразы или вы бот? Я не понимать. Как это вот лифт в Сталинках не предусмотрен? Это вот, ну как это? Вот вы мне объясните, что значит не предусмотрен? Я вот знаю Сталинку 10-этажную, и там все очень хорошо предусмотрено. Вы тогда уточняете, в каких. А вот, Влад, сходите в океанариум и нам расскажете. Есть там дельфины, нет? Может, и русалок найдете. Мы в парке рядом с Тюзом. Театр юного зрителя. На Васильевском острове преподаю. Я вот что-то забыл спросить, как в целом слышно, как в целом видно. Я понимаю, что видно по количеству смотрящих. То есть я делаю вывод, что вы смогли найти способы обхода торможения Ютуба. Русский народ просто так не возьмешь. Добрый день, я ваш новый подписчик. Привет, новый подписчик. Странно, что если вы только что подписали, не звякнуло. Конечно, в 5-этажках нет лифтов, потому что это 5-этажки. Это по ГОСТам не предусмотрено там как-то вот. Лифты строились выше 6 этажей. Или вы хотите сказать, что в какой-нибудь хрущевке 5-этажной есть лифт? Брежневке? Вообще 5-этажные Брежневки были ли? Были. Отлично, спасибо, Алена, за information. Так, вот и что, я люблю Тюз.
Ну, у нас здесь от Тюза, скажем так, начинается улица, ну или правильнее сказать, наверное, заканчивается улица Гороховая. И у нас будет прямо по курсу опять же шпиль Адмиралтейства. Так, вот я смотрю, здесь все срезают, а давайте мы тоже срежем. Тут скульптурные группы по сказкам. Тут, видимо, конек-горбунок. Я тоже живу в Питере. Алексей, поздравляю. Давайте пойдемте народными тропами, где люди ходят. Так, хотя нет, это плохо, нет. Давайте у Витебского вокзала там перейду дорогу. Я, возможно, где-то какими-то местами буду вас водить прям подворотнями сейчас, сегодня. Не самыми парадными проспектами. Возможно, для кого-то это будет не очень интересно, потому что это не Невский. Потому что вот как Невский, вот всем прям диво чудно интересно. Но мне вот дюже скучно уже по Невскому гулять. Поэтому вот. В гости тоже хорошо приезжать. Вот мы уже видим тут кусочек самого старого вокзала, можно сказать, в России. Витебский вокзал. Или как он там по-правильному, Царскосельский первое название, нет? Потому что связывал Царское село с Санкт-Петербургом. Лена, здравствуйте. Блин, вот вроде бы мы сейчас идем. Я прошел шиш да не шиша, а полчаса прошло. И я прям диву даюсь, как время летит. Вот у нас здесь слева как раз вывеска «Метрострой». Здесь, видимо, офис той организации, которая занимается строительством метро. Ну и здесь станция метро Пушкинская. Сейчас найдем, где тут перейти дорогу. Здесь загородный проспект. Да, как вот проспект в центре города с именем Загородный. А когда-то, видимо, это была дорога, которая вела за город, ну, в частности, в сторону Петергофа. Сначала Екатерингофа, это район метро Нарская, Нарские ворота, где. Но там далее уже и Петергоф. Алена, Омск. Прилетел ваш донат. Чудесно. Только почему-то не звучит. Не бряпнул. Странно. Что, у меня звук включен. Ай. Извиняюсь. Бью сам себя телефоном. Ну и вон у нас из-за угла шикарнейший Витебский вокзал. Толпы людей. Обычно днем на вокзале практически никого нет. Практически. То есть, ну вот кто, поездов мало. Но вот сейчас, видимо, кто на электричку, все с работы, кто живет за городом, да, там в частности, что
что в частности. Ну, Царское село и вот все, что там. Или что у нас с Витебского вокзала, какие электрички ходят, я не знаю. Кирочная, да, Влад, далеко. Кирочная далече. Опять же, вы понимаете, все относительно. У нас справа 5 углов, там Владимирский собор, и справа у нас Невский проспект, а слева у нас Московский проспект. Там станция метро Технологический институт. Так, что-то написали. Роман, время летит быстро, это точно, поэтому хотим долгую прогулку. Я объяснял, долго сегодня не получится. Я без подзарядки сегодня. Вот как телефон сядет, тут два варианта. Я или успеваю это заметить и выключаю трансляцию, она благополучно завершается, или я не замечаю, и у меня телефон выключается, а вы смотрите, скорее всего, на черный экран. Так, всех сейчас призываю мастеров ударений. Сейчас прям в комментариях раз и навсегда, не в комментариях, а в чате, раз и навсегда разобраться, как правильно ударение. Вот перед нами Веденская больница. Или Введенская. Там же это как-то все происходит от нейминга собора, который был на этом месте. И собор имени, не имени, а как-то введение иконы Божьей Матери или что-то вот это, что введение, да, от слова вводить, да, там введение. И, соответственно, что тут? Веденская больница. Просто и канал здесь был раньше, слева от него, который сейчас засыпан. И был Веденский канал. Или Веденский. Как правильно? Я и так мне хорошо. Да я не вижу, сколько сейчас. У меня, когда идет трансляция, у меня ни времени на телефоне нет. Не пока, ну, как бы скрывается, и батарейка скрывается. Но нет, я начал-то со 100%. И примерно по опыту 2 часа должно хватить. Смотрите, мы сейчас здесь пойдем закоулками. То есть, ну, не закоулками, а с тыльной стороны вот этих домов. И там я вам покажу прикольные дворы-колодцы в конце. Тут можно вырулить на Казачий переулок, по-моему, Казачий. Нет? Через эту арку. Но вот далее будет прикольнее дворы, таких 2 двора-колодца, через которые мы пройдем. Я надеюсь, связь у нас не пропадет. Так, привет, Роман. Так, привет, отчаянный парень из Лобокка. На шавермы, может, МП. Что такое шавермы МП? Я что, похож на картавого блогера? Или шепелявого? Вроде бы нет. Туго. А мне, представляете, как еще это тугее читать маленькие буквы. Показываю вам настоящий Петербург. Вот эти тропы, это не какие-то заброшенные и никем не используемые дорожки, а это вот, видите, здесь люди ходят, да, сейчас вот ко мне навстречу идут. То есть вот этими тропинками, этими путями местные жители срезают
дорогу к вокзалу, чтобы побыстрее добежать. Там уже впереди тупичок в виде стены, поэтому мы сворачиваем в арку. Так, я надеюсь, здесь сейчас связь не пропадет. Но вот местные жители в этом темном царстве двора колодца сделали себе такой замечательный брандмауэр. Оцените, конечно. Это постоянный мрак, постоянный. Ну, немножко красок добавить в жизнь. Это мы одобряем. Большой казачий переулок. Все правильно. Здесь были казачьи бани когда-то. Вот чуть ли не вот это здание, все розовенькое, двухэтажное, это были казачьи бани. Опять же, вот тут хотел показать шикарнейший образец модерна. Такой прям классический, скажем. Хотя нет, с лепнинкой. Но он весь затянут сеткой, к сожалению. Но есть с противоположной стороны шикарный особняк. Тоже. Вот мне нравится сочетание кирпича. Но это даже не кирпич скорее, а майолика. Хотя может и кирпич на фасаде, фасадный кирпич. Я говорю про этот дом. Питерский зеленый. Не, питерский это желтый цвет, а зеленый, да, это все-таки вот эти все сетки страховательные, чтобы на вас не прилетела никакая лепнина. Вот шикарный дом, конечно. Тут даже вот если приблизиться, давайте я вам приближу балконную дверь. Если вглядеться, то это деревянные рамы, крашеные. Они оригинальные. Вот растекловка оригинальная. То есть вот балкон, например, здесь сверху уже пластиковое окно поставлено, а справа резная деревянная рама. Вот с какими-то такими балясинами даже. И классической, не классической, а оригинальной растекловкой, да, и вот здесь балкончики. Ну, не шикарно ли? Я думаю, шикарно. Плюс вот эти эркеры, под эркерами вот эти лепнина красивейшая. Вот так. Постояли, слюни попускали. Да и хватит. И вот опять история про шикарные здания, про шикарный фасад. Что там внутри может твориться, одному Богу известно. Потому что там могут быть коммуналки в таком ужаснейшем состоянии, что капец. И вот этот весь фасад, он прям меркнет. И опять же. Да, что-то. Это вот кто-то меня спрашивал, как я отношусь к тем людям, которые ко мне, возможно, подходят во время стрима или записи. Вот. Идут две девушки, уже хорошо выглядят, на самом деле, но уже чуть-чуть подвыпиты. И у них уровень вот этого барьера социального достаточно низок. Они готовы заговорить с любым. И вот тут что-то мне тут услышали, что я вам говорю, и что-то прокомментировали тут же. Что я там говорил? Про дома говорил, про фасады. Что и Богу одному известно, как оно там внутрях. Ну да ладно. Что мы тут? Где мы тут?
Мы на берегу реки Фонтанки. Справа у нас вот это низенькое трехэтажное здание, большой драматический театр. О, что я говорю, отставить, это Гороховая, никакой не театр. Театр и дальше. Это, извиняйте, оговорился. Не БДТ, отставить. Короче, просто улица Гороховая. Там два домика слева-справа от Гороховой. Вроде как зеркальные, но у них фронтончики поверху разные. День строителя на днях, да. Всех причастных с праздником. Обычно все дни строителей как-то отмечаются бурно и с размахом. Что в очередной раз подтверждает, что у строителей денег навалом. Так, мы переходим по этому пешеходному мосту через Фонтанку. Машем ручкой всем, кто на кораблике. Они нам не машут. Они, видимо, против солнца, нас плохо видят. Да. Бабушка Ивана Урганта жила на Римского-Корсакова. Да. Только вряд ли она жила в 100-метровой квартире. У нее там максимум пару комнат было. Так, что здесь? У нас улица Ефимова. Идем на Ефимова. Слева, вот слева от дома можно зайти на Московский рынок, но мы этого делать не будем. Мы пройдемся по Ефимова и прям выйдем на Сенную площадь. А нет, давайте не на Сенную. Давайте вернемся на Гороховую. Я все передумал. Пройдем немножко здесь вдоль Фонтанки. Выйдем на Гороховую, чуть-чуть по Гороховой, и там я вас проведу. Кто-то действительно, может, еще там не был, не знает или не видел одну из прогулок, стримов весенних, зимних. Я там, может быть, и ходил, конечно, но много новеньких, поэтому проведу снова. Там по ходу пьесы скажу, что это такое. Ну а сейчас чего? Про Сенную. Площадь Сенная. Не случайно. И название говорит само за себя. Там был рынок сена. Там вообще лютый. По большей части. Рынок деревянный, торговали сеном, заключали сделки. Были склады, так или иначе, с конной утварью связанные, там всякие телеги в том числе. Подразумеваю, что рынок не раз горел. Так. Тоже барышня. Так, я тут что-то это. Нюшкин. Сейчас вас заведу в этот двор. Здесь замечательная арочка есть. Оп, спасибочки. И я немножко в шоке нахожусь. Вот это двор, конечно. На самом деле лицом вот на Фонтанку выходит не очень красивое здание, но то, что здесь внутри, плюс вот эти клумбы с гортензиями,
с невероятно шикарнейшими. Влад, я вообще не понимаю, откуда и к чему, с кем вы разговариваете. Почему-то здесь перепад высот в этой арке. Вроде сама Гороховая в горку не идет. Это очень странно. Здесь есть парадные. Вот давайте посмотрим, точнее покажу вам, как нумерация здесь, скажем, восстановлена, скорее всего, квартир. Но это черная лестница. Здесь нет смысла заходить. Так, и в этом, кстати, дворе мы как в тупике. Мы никуда здесь не выйдем, скорее всего. Но дома, слушайте, я не знаю. Я что-то вангую, как будто бы. Хотя нет, вижу, что здесь и деревянные рамы старые есть. То есть у меня было впечатление, закрадывалась такая мысль, что это какой-то новодел. Но нет. Вот видите, по первому этажу вот этими с тюлью окошки. Это деревянные рамы старые. Ну, как бы советских времен, скорее всего. Ой, а здесь-то квартирка, как вам? Окошки прямо в арке. Влад, я бы вас переименовал как-нибудь Влад очередной никому не нужный факт. Нет, как-то никому не нужно, это, наверное, обидненько. Нет, как-то надо повеселей. Вот, Влад очередной неожиданный факт. Вот, никто не ожидает от вас фактов каких-то, как они относятся к нам. Так, выходим в ворота. Да, я думал, что мы этим двором сможем выйти, но оказывается, видимо, только следующий двор будет проходной, но он закрыт, мы не идем. Да, это он. Это он. А давайте сейчас дождемся. Вроде девушка тут выходить будет. И мы зайдем с вами. И мы с вами зайдем, и я вам покажу этот двор. Вот. Оп. Вот. И вся история закрытых дворов, она заканчивается именно на этом месте. Вы просто стоите, ждете, кто-нибудь зайдет, выйдет, и все. Зелени в городе нет. Нет ее на проспектах. А вот так в дворике заруливаете, и вот вам, пожалуйста, целый тополь с березой. Плюс еще сирени куст. Коты. На машинах. Ой, вот эти вот, опять же, смотрите, стены Брандмауэра, да? Аргументы и факты. Угу. Ни одного аргумента, масса ненужных фактов. Влад, без обид. Я просто пытаюсь понять. И вот смотрите, тут как-то кто-то рассказывал, слышал, что вот эти вот истории с окошками строились как раз для чего? Для того, что если отойду подальше, чтобы вам было виднее. Вот справа, да, у нас и слева от этой выемки это стена Брандмауэр. И сейчас окна, которые вы видите, это уже пробиты в современное время. А изначально вот эта вся стена это противопожарная стена. То есть, чтобы, если какой-то дом загорится, вот тот, чтобы на тот дом, который будет пристроен здесь, на этом месте, где мы стоим, огонь не перекинулся. Но вот, чтобы увеличить инсоляцию, строились такие выемки с окошками. И, соответственно, если бы здесь стоял бы дом, у нас бы тут получился такой, не то чтобы двор-колодец, это не двор, это был бы просто какое-то
такой дворик глухой. Я таких дворики встречал. Они бывают достаточно разной площади, но в них попасть можно только через окна первого этажа. И вы понимаете, у вас даже это окно в никуда. Это просто вот в ни во что. Соответственно, кто-то эти окна закладывает кирпичом. Вот интересный факт. Вот эти все пристроечки двухэтажные, как правило, это были дворницкие. И даже если мне не изменяет память, я вот, возможно, даже в этой когда-то был в гостях. Одну из комнат у меня товарищ снимал некогда, а другой товарищ эту квартиру этой квартирой обладал. И вот все свои да наши жили. О, тут у нас тупичок, скорее всего. Надеюсь, нет, ну да. Здесь у нас зеленый тупик, открытая черная лестница. Мы не пойдем, извиняйте. Так, мы гуляем уже час и, скорее всего, еще один походим. Опять же, не устану вот это повторять про контрасты Петербурга. Мы в 5 минутах, ну, конечно, я засекать вам время не призываю, мы в 5 минутах от Сенной площади. Сейчас вот мы обратно вернемся выйдем на Гороховую. Мы в 5 минутах, буквально в 5 минутах от Садовой улицы и от Сенной площади, где постоянный движ, масса людей, масса машин. И вот мы здесь прямо в этом таком тихом мирке. А господи, здесь тоже из этого двора не выйти. Нет, я перепутал, я наврал. Я не в этом флигеле был в гостях. Хотя это было так давно, что я могу и перепутать. Так, более я во дворы сворачивать не буду, друзья. Что-то много времени теряется на... чтобы никто не открыл и не нажал кнопочку из-за ворот, вот эти кнопки от домофонов защищают таким образом. Все, мы нажимаем и выходим. Пожарная безопасность. Ну, опять же, надо понимать. Дома-то вроде, конечно, каменные, вот эта вся история из кирпича, но перекрытия были деревянные балки, штукатурили по деревянной дранке, и горело это все, ой, как хорошо. Да, вот я вот про это говорил, 2 домика, близнеца, то есть вот, и справа от Гороховой следующий. Портик-то вроде у них с колоннами одинаковый, но здесь слева треугольный фронтон, а справа на доме сделано балкон. Балконная часть. Лара, привет. Напомню, что вы всегда можете поддержать меня, мой канал, выполнив те действия, которые описаны под каждым видео, под каждым стримом. Это посмотреть, поставить лайк, поделиться в социальных сетях с друзьями с ссылкой на видео. Ну или же совсем отчаянные могут перевести пару пиастров в пользу канала. Ссылочки опять же есть в описании, QR-код на экране. Для простоты просто наводите
фото камерой телефона. Он распознает этот QR-код. Вы по нему переходите. И там страничка для донатов. Вот посмотрите, насколько гороховая, узенькая. Да, всем привет. Насколько гороховая, узенькая, насколько узкие тротуары, да, а это все часть Невского трезубца. Я вот каждый раз это буду говорить и повторять. Насколько история беспощадна и не терпит сослагательных наклонений, да, вот могло бы быть, но не стало. Невский стал доминировать и расширяться. Так, нам надо здесь дойти до дома номер 49 или 47. Гороховая 49 или Гороховая 47. Там есть не так давно открытое общественное пространство. Мы сейчас через него пройдем. Его название тесно связано с Сенной площадью. Вот мы уже подошли. Пространство называется Сено. Сейчас, если вы сможете прочитать. Сено. Ну, кафе Север. Что такое кафе Север? Это кондитерская. Север. Конечно, осталась это целая сетка кондитерских Север. И на Невском ни одном. Влад, я уверен, что вы вот эти факты, которые кидаете в чат, берете из интернетов. И могу вам доложить со всей ответственностью, что в этих интернетах есть еще карта, где вы можете забить слово «Север», и вам выдаст, где на Невском оно есть. Я даже, наверное, все, я принимаю решение, ух ты, здесь даже такие качельки. Я принимаю такое решение, что на такие вопросы не отвечаю, только через донат. Да, друзья, простите, но в конце каждого стрима у меня болит горло. Я вроде бы не надрываюсь, вроде бы не кричу, но от того, что я очень много говорю, у меня болит горло. В итоге у меня после стрима болят ноги и болит горло. Очень такая вот неприятная история. Когда-то здесь были склады. Склады Сенного рынка, Сенной площади. Сейчас здесь модненькое пространство Сена, рестораны по первому этажу. И на втором этаже тоже ресторанчики. Плюс всякие шмотошные бутики. Не совсем местами адекватные цены, иногда и адекватные. То, что мы здесь видим, это, конечно же, все сильно отчасти новодел, потому что здесь были склады двухэтажные, третий этаж и вот четвертый мансардный, это надстроенная уже история. Пианинка здесь путешествует по территории пространства Сена постоянно. Раньше оно стояло вот совсем там в уголку. Еще ранее оно чуть к переходу
ближе было. Вот сейчас переехала сюда. Давайте обзорчик небольшой сделаем. Я пройдусь, сделаю круг по балкону. Когда-то даже здесь были стенды с фотографиями истории, как реставрировали, как переделывали это пространство. Сейчас я их не вижу. Они куда-то делись. Собственно, если хотите красиво в центре отобедать, то вот вам вариант. Это пространство Сена. Здесь можно где и потратить денежки на одежду, ну и на свой живот. Здесь, конечно же, только для взрослых. Для детей здесь нет никаких активностей. Это сразу, если вы тут придете с детками, чем-то их тут занять, вот как сейчас здесь, да, на лавочке с коляской, ну, нечем тут занять деток.
Ладненько, не задерживаемся. Я попрошу по возможности Влада заблокировать хотя бы на сегодняшнюю трансляцию. Влад без обид, но это перебор. Так, я сейчас немножко проверю батарейку. Так, батарейка нормально, продолжаем прогулку. Возвращаемся на улицу Ефимова. Прошли через пространство Сена, это Гороховая 47-49. Это сразу 3 двора захватывает, получается. Ну и тут у нас еще чуть-чуть, и мы на Сенной площади. Станция метро. Пересечение сразу 3 веток. Опять же, поясняю для тех, кто разбирается в географии города, ну, разбирается в плане, прямо сейчас пытается разобраться. Не так давно, ну, плюс-минус лет 10 назад, Сенная была вся в ларьках, в павильонах. Ну и слава богу, ее вычистили. Тут хотели, конечно, махнуть дальше и расширить проезжую часть на Сенной, но что-то не брали во внимание, что они на Сенной-то расширят, а дальше-то Садовая как была узенькая, так и останется. И в итоге смысл какой в этом великий и сакральный? Правильно, никакого. Ну и вроде эту идею забросили. Так, здесь, дабы нам не нырять в подземный переход, я сейчас пойду и в левую часть площади, ну, по ходу нашего движения в левую. Правильнее, наверное, было бы говорить тут всякие географические какие-нибудь там стороны света, но кто ж понимает, где у нас север-юг. Даже если я скажу правильно, вы ж потом не разберетесь. О, кстати, сейчас пройдем мимо фонтана с историей. Про него расскажу. Расскажу про перемещение этого фонтана в пространстве города Санкт-Петербург. Так, здесь я немножко ускорюсь, дабы успеть на зеленый сигнал светофора перейти Московский проспект. Здесь у нас Московский берет свое начало и уходит аж туда. В Пулково это туда. Вот фонтан. Чудо-фонтан. Немножко в сторонке получается. Мало кто его успевает заметить, проходя мимо. Но некогда этот фонтан стоял там, где сейчас метро Площадь Восстания. Раньше был, где вестибюль Площади Восстания, раньше был храм.
а перед храмом был маленький скверик. И в этом скверике стоял этот фонтан. Когда собрались в 50-х годах, ну, в общем, там не 50, ну, в общем, сносили храм, строили метро, этот фонтан переехал в Парк Победы. Простоял какое-то время в Парке Победы. Ветшал, ломался. И причем изначально этот фонтан без вот этой чаши был. Вот эта вся чаша, это все новодел. Основание, вот куда сейчас вода попадает, это все новодел, этого всего не было. Фонтан был именно вот только вот эта часть. Есть старые фотографии, сохранились. Все задокументировано, все ходы записаны. Вот, собственно. Потом этот фонтан разобрали, где-то он чуть ли лет 10 где-то хранился, складировался в запасниках. Ну и к 300-летию города его восстановили, поставили здесь на Сенной. И теперь вот он здесь, конечно, радует глаз старожилов. Видны, конечно, вот эти следы замазок между камнями, плохой пригонки камней. Состояние не очень хорошее, но что имеем? Собственно, вот этому фонтану получается, я бы сказал, уже лет 100, если не больше. Так, что, опять бежать, что ли? Давайте я побегу, чтобы нам тут на светофоре не стоять. Стоять на светофоре — это скучно. Это скучно. Лена, молодец. Наверное, все правильно. Подходим к каналу Грибоедова. Сенной мост. Пропустим хоть одного автолюбителя. Не, ты понял? Почему? Ты понял? Ты понял? Да. А если он ошибается, Знаешь, открытый вольер прям. то есть, он как бы, нет, в плане по-любому. Ну, нормально тут, слушайте, катера, которые такие вот, как раз слева у нас индивидуальные прогулочки. Тут целый аттракцион, как из этого катера выползать. Мальчуган-то вылез, а как девушка будет? Давайте это понаблюдаем картину. А девушка сейчас на катере уйдет, ладно. Отвязывается, отшвартовывается. Так, здесь опять пошли тропой. Обещал я вам, что не будем ходить дворами, но этим двором мы пройдем. Это двор срезалка. Здесь местные срезают путь к метро, и мы срежем. Фонтан-поилка для лошадей. Ну да, плюс-минус. Опять же, если брать во внимание с одной стороны историю московского вокзала, да, и то, что там было до того, как московский вокзал построили,
А это была такая ямщицкая сторона, то есть ямщики, постоялые дворы, почтовый тракт до Москвы начинался. То лошадям там пить-то нам надо было где, но то, что целый фонтан для этого, ну, да. Одно к другому, но. Ой, через этот двор, конечно, всегда проходя, обращаешь внимание на выступы на стенах такого характера. И невольно можно задаться вопросом, а что это такое, и зачем оно, и что это, ну, как бы тут как будто бы что-то поломали. Нет. Это так называемые контрфорсы, усилители стен, прям как в замках. То есть сильно тут железобетона не было, стяжек не было, ну и нижнюю часть фундаментов и первых этажей делали толще. Ну или делали контрфорсы, строили. Всего лишь. Вот такой вот двор-срезалка. Ну и тут у нас начинается местность Достоевского. В этом доме жил Федор Михайлович Достоевский. Здесь написан роман «Преступление и наказание». Столярный переулок. Следующий перекресток — дом Раскольникова. Ну или, скажем так, прототип персонажа, в котором жил персонаж. Прототип дома. Было время, когда все пытались в этот двор попасть, якобы пройтись по той самой лестнице, по которой Родион Раскольников якобы хаживал. Ну и вместе с памятником там, ну, Достоевскому, скажем так, сейчас на доме есть еще отметка наводнения. Одного из самых, скажем так, масштабных и разрушительных наводнений в Петербурге. Кто был со мной, кто смотрел стрим в воскресенье, где мы ходили на выставку «Питер. Моя история», там в одном из залов в самом начале было как раз 4 даты самых сокрушительных наводнений в Петербурге. Это как раз вот 1824 год, 7 ноября, вода поднималась выше 4 метров над уровнем моря. Ну и представляете, если бы мы были сейчас 7 ноября 1824 года, вода была бы нам по шею. Вот так. Слава богу, что в 2011 же году, да, дамбу ввели в действие. Ну и теперь наводнения Петербургу не страшны. Причем самое это прикольное, что наводнение — это ноябрь, осень. Осенью вода поднялась. Это не какое-нибудь половодье весеннее, когда случился где-нибудь ледяной затор и вот вода поднимается. Нет, это осень. Это был сильный ветер с залива. Из залива нагнал такое количество воды в Неву. А там весь прикол в том, что залив достаточно мелкий.
Ну и вот этот вот сильный ветер шквалистый, когда гонит воду с Финского залива, самого, с основной части, с моря, и она здесь попадает на мелководную часть. А мелко это, ну правда, там 5-6 метров всего лишь. То есть даже канал, который идет до Кронштадта, его искусственно углубляли, чтобы корабли могли проходить торговые. Так вот, тот объем воды, который идет с Финского залива, шел, и он попадал на мелководье, то есть в Неве уровень воды поднимался катастрофически быстро, очень молниеносно, и не успевал никто и ничто подготовиться к этому. В ряде таких наводнений страдал, конечно же, летний сад. Очень много фонтанов, большая часть, или там все фонтаны летнего сада так или иначе страдали. Спасибо. Разрушались. Они или там частично закапывались, или на их месте строились другие. Потом сейчас в современное время уже фонтаны летнего сада археологи раскапывали, воссоздавали по старинным чертежам, как бы они могли выглядеть. Так, со Столярного переулка мы переходим на переулок Антоненко или Антоненко, наверное, Антоненко. И впереди, если вы там сильно глазастый, вы уже увидели красные шатры такие. И можете догадаться, что нас ждет впереди. А что же? Так, я почему-то только один донат за весь стрим увидел. Вот переулок Антоненко. То есть я сейчас вам показываю короткий путь от Сенной площади до Исаакиевской. Да, вот сам и заспойлерил. Да, мы подходим уже к Исаакию. Впереди вот эти красные точки, красные шатерки, шатерочки. Это гостиница Астория. Можно сказать, это уже часть узнаваемого бренда, внешнего вида гостиницы Астории. Мне кажется, без них гостиницу уже и не узнаешь, и вид площади кардинально изменится. Так, друзья, вы там как, в чате живые? Тут что-то никто ничего не пишет. Я уж что-то запереживал. Майбахи тут ездят. Да, здесь справа какая-то супер понтовая гостишка. Ничего себе, один майбах, второй майбах, третий майбах. Воу-воу, полегче. И я сейчас только сюда вышел, и я только сейчас понял, почему я хотел сюда дойти. И кое-что вам показать.
показать нет, не этот дворец, а то, что у нас находится опять на Синем мосту. Зимой мы как-то под Новый год сюда захаживали. Здесь тоже была своя красота на Синем мосту. А повторюсь, Синий мост — это самый широкий мост в Санкт-Петербурге. Вот он здесь начинается, перильцы, и где-то вот там за деревьями заканчивается. Самый широкий мост в Петербурге. На самом деле коротенький, да, вот вы видите, да, длина-то его шиш-то не шиша, а мост, площадь. Некогда так и было. Сейчас все это пространство, то от Исаакия и до Мариинского дворца, это все у нас одна Исаакиевская площадь. А раньше это была там Исаакиевская площадь, потом Мостовая площадь на Синем мосту, и вот перед Мариинским дворцом там какая-то третья площадь, я уже и подзабыл. Когда-то здесь был рынок труда, скажем так, по-простому и нашим языком. Здесь можно было прийти и найти работку какую-нибудь. Но это ладно, было и было. Давайте мы гуляем по Петербургу сейчас с такими красотами и видами. Без Влада нет рандомных фактов. Ну вот эти факты, они слишком рандомные и слишком меня отвлекали. Алена, спасибо, что спасли нас. Тут на днях смотрел историю про Исаакиевский собор, про альтернативные истории об Исаакии, что Исаакий Монферран не строил, что Монферран всего лишь Исаакий реставрировал, и что это все было до него, и вообще это в принципе все было, все было. Сюда Петр пришел, а тут уже все стоит. Вот. Это, конечно, трешничок. Но интересно, слушайте, вот в части того, как люди умудряются натягивать сову на глобус, какие-то факты притягивать и их интерпретировать, мне это любопытно. Скажем так, с антропологической точки зрения, как люди строят причинно-следственные связи. Вот, на Синем мосту. Ну, может быть эти, а может быть и другие. Но то, что здесь каждый год озеленяют Синий мост, как бы это ни звучало, да, озеленяют Синий мост, это прикольно. Это как-то придает площади в целом интересности. Площади интересности. Тут видеографы, тут дядя тетю снимает, прям красота, красота. Вот, придает месту интересности и расширяет локации, которые вы, туристы, можете посетить. Очередная перспектива, что мы говорим, Невский, Гороховая сегодня была, и вот Вознесенский проспект. Там он у нас упирается в один из вокзалов, которые ушли в прошлое. Сейчас это, скажем так, один большой ресторан, точнее гастролокация, состоящая из множества ресторанов. Так, ну и все, и что? Мы тут видим ротодендроны. Как вам такое? О, Юлия, спасибо. Хорошей прогулки, люблю Петербург. Мы любим донаты. Как вам это вот ротодендрон в катках? Ладненько, я тут сильно, опять же, застаиваться не буду. Мы сейчас здесь бежим сквозь площадь, мимо памятников и скверов. Так.
Да, Алена, с вами согласен. Площадь как-то преображается, прям хорошечно. С одной стороны, понятно, здесь у нас в этом дворце находится что? Правильно, законодательное собрание города Санкт-Петербург. Сокращенно ЗАГС-собрание. Ну и почему бы за бюджетные денежки на лето себе не устроить такую клумбу, а зимой сделать светящуюся инсталляцию к Рождеству и Новому году. Классно? Классно. Кстати, есть парк внутри за дворцом. И, по-моему, он даже в какие-то моменты бывает открыт, и там можно погулять. Я там ни разу не был. Я что-то только сейчас вспомнил. Давайте обойдем памятник. Уникальный. Стоящий на 2 точках опоры. Памятник Николаю Первому. 1859 год. А можете немножко О, левее? ничего себе! Вот это папилац. Вот это бричка свадебна. Так, конечно, издалека этот папилац шикарен. А ближе начинаешь подходить, и видно массу косячков. Сейчас невеста будет кидать. Главное, не жениха. Без комментариев. Не будет свадьбы в этом году. На вашем пути еще много свадеб. И очередной Майбах. Так, ладно. Справа гостиница Астория. Сейчас мы свадеб столько в одном месте увидите. Самое, скажем так, свадебное место, наверное, в Петербурге — это площадь Исаакия. Смотрите-ка, здесь даже иностранные, то ли японцы, то ли китайцы, но по внешнему виду какие-то азиаты. Небо, люблю такое небо, когда и облачка есть, то есть не какое-то голое голубое небо или голое серое небо, а прям есть фактура. Вот это красиво. Красивая клумба с розами. Вот. Сейчас пройдем как раз мимо Исаакия, и я тут
по горячим следам, я же вам сказал, что я тут недавно вот это видео смотрел с альтернативной историей об Исаакиевском соборе. И тут человек, конечно, такие дичи выдает. А дичь, одна из дичей, это что? Это то, что колонны первого яруса, их когда-то реставрировали. А реставрировали почему? Да потому что собор давал усадку, он накренялся, и основания колонн трескались. Ну и вот он говорит, что раз они, ну, грубо говоря, там как-то наклонялся в эту сторону, то и колонны должны как-то ломаться ли с внутренней стороны, или наоборот с внешней. Сейчас посмотрим, а мы тут не подойдем. А, вот, тут видно заплатки. Сейчас я, конечно, подойду, приближу. Тут видны заплатки с внешней стороны. Вот, смотрите. Я не пропагандирую ни за что. Вот эта заплатка. Плюс заплатка на следующей колонне. И колонны-то стоят еще на... Где мой палец? На тумбах, получается. И что якобы Монферран как раз вот занимался реставрацией этих колонн, и нифига он их не поднимал. А мало того, что заплатки были поставлены, так еще и колонны крутились вокруг своей оси. Да, Алена, записывайте. Без регистрации СМС. Короче, тут такие дичи выдает человек. И самый-то прикол, что он водит экскурсии, он не один даже. Есть таких вот масса этих экскурсоводов, альтернативщиков. Водят экскурсии по Петербургу, вот таких, с альтернативными фактами, и выдают это за чистую монету. Ну, они предупреждают, они сразу говорят, что все херня, нам историки все врут, начинают показывать гравюры, и к гравюрам они почему-то относятся как к фотофактам неотложным и неотъемлемым, и как бы что там не мог автор приукрасить и придумать что-то дополнительно. Вот, смотрите, вот здесь заплата, вот эта вот, она уже есть, мы ее сегодня видели, ну только что. Так, ну ладно, что тут у нас? Автоматическое управление. Сейчас дождемся, какой из светофоров загорится первее. Прямо по курсу манеж, очередной манеж. О, автобусик экскурсионный в ретро-стиле. В принципе, тоже рекомендую. Дело хорошее. Оп, зелененький. И как будто бы сейчас что-то в манеже, какая-то выставка проходит. Как-то он вот этими вот красными коробами с точками. Так, здесь мы пойдем по диагонали. Потому что тут сейчас зеленый во все стороны светится. И дабы нам успеть, пойдем уж так. Хотя вроде бы, судя по разметке, так тут не предусмотрено. П10, что это?
Пушкинская 10. Ну, я понимаю, это Пушкинская 10 фишфабрик. Клуб. Ковчег 21 века. А что, можем зайти? Как вы на это смотрите? А давайте чекнем хотя бы. Я не понимаю, конечно, что здесь за леса, что здесь за растяжки и что здесь за пространство. Оп. Хей, ла-ла-лей. Но мы зайдем. Вход. Нам говорят, что здесь вход. Поставить, да, лучше, наверное. Ой. Телефончик, сумочки. Вот телефончик. Все, я понял, поставите. Спасибо. А что здесь, выставка? Что здесь? Я так наобум зашел. Выставка, да? Так, если будет пропадать связь, я буду сразу убегать обратно на улицу. Так, здесь у нас что? Макет манежа. Центральный выставочный зал нынче это. Есть QR-код с аудиогидом. Ну и давайте. Проход запрещен. Сюда. А расскажите вообще, что здесь за история? Проходит выставка Пушкинская 10, Ковчег 21 века. Так. Здесь выставляются художники, которые работали на Пушкинской 10. А Пушкинская 10 это то, что фишфабрик там же, или это другая? Да, то есть это как пространстве, но это не мастерские. То есть сейчас на Пушкинской 10 там мастерские, где работают художники, там музеи. То есть сейчас это пространство открытое, там до своего входа сборы, а раньше это было место, где собирались художники, и вообще вся тусовка неофициальная. Понял, а вот там внизу сейчас какая-то лекция. Да, сейчас лекция «Юфит и некрореализм». Как? Юфит и некрореализм. Некро. Понял? Ладно, пойдем поверху. Спасибо. Так, какая-то информация про Пушкинскую 10. Ковчег 21 века. Призвана представить коллекцию музея нонконформистского искусства, которая в марте 23 года была передана в дар Центральному выставочному залу «Манеж». Данный акт доброй воли был осуществлен с целью сохранения для истории нашего города художественного наследия неофициальной культуры Санкт-Петербурга, собранного товариществом «Свободная культура» Пушкинская 10. Таким образом, слившись с собранием Музея искусства Санкт-Петербурга 20-21 веков, структурного подразделения ЦВЗ «Манеж», коллекция искусства андеграунда стала частью Государственного музейного фонда Российской Федерации. И тут дальше по тексту. Директор, замдиректора, тут, в общем, все причастные лица. Окей, так, что? Электронными билетами, пожалуйста, заранее подготовьте билет, документы. Мать моя, это женщина. Я смогу просто ему отправить код. А билет сколько-то стоит. Короче, на выставку мы не попадаем. Тут все дело, конечно, стоимость любительской съемки бесплатно. Съемка с использованием штатива, друзья, по согласованию. Вот у меня штатив, я уже профессионал. Да? Что за бред? С использованием вспышки. Так, ладно, все, друзья, убегаем. Мы со штативом. Нам тут надо что-то, кого-то согласовывать. Я, конечно, угораю с этих. Не, просто видите, штатив вот у меня в руках, да, вроде как бы там снизу прикручивается штучка, которая разлетается на 3 части и становится штативом, ну, по сути. И вот люди, которые там в охране или вахтеры, они начинают буквально воспринимать и ко всему придираться. Вот селфи-палка, это штатив или нет? Я, не назвал бы это, конечно, штативом, но у людей, облеченных
микровластью включается режим запрета, и все. И все. И начинают сразу запрещать. Ну ладно, выставка платная. Сколько она там стоит, я не понял. Вот. Что-то не видно было. Как-то можно было в электронном виде что-то купить. Ну ладно, ладно. В манеже самом я когда-то был. Самим манежем меня не удивишь. Был на одной из фотовыставок. Даже это не фотовыставка была в плане, что смотрите, какие фотки тут кто-то нафоткал. А техническая была. То есть там была выставка оборудования фото-видео. Вот. По манежу-то самому я гулял. В целом, знаете, такую ачивочку получить, что значочек, что я там был, сходите обязательно. Потому что не равен час наступит то время, когда вы это сделать не сможете. А мы тем временем подошли уже в локацию Медного всадника. Вот он прямо по кадру. Отличные как бы цвета, нравится. Но мы к Медному всаднику не пойдем. Мы свернем сейчас налево на Галерную улицу и пойдем между. Справа у нас Конституционный суд, слева у нас библиотека, или наоборот. Мы пройдемся по улице Галерной. Почему бы и да. Да, друзья? По Галерной дойдем до Благовещенского моста. Я вам покажу. Вот это вот уже закоулки такие получается. Все же гуляют сразу по набережной, да? А мы пойдем параллельно набережной, получается. Но по улочке. Улочка Галерная, еще раз повторю. Выложена брусчаткой. И тут я был и пиво пил, как говорится. Да. А Питер маленький, планета круглая. Поэтому. Так, здесь памятная плита. О чем у нас? В России. Так, ничего интересного. Идем дальше. Вот справа Галерная 5. Насколько я понимаю, это прям новодел. Здание Газпрома. Ну а если не новодел, то это раньше было просто двухэтажное здание с полуподвальным в полуэтажа. Ну и вот еще надстроили 2 этажа сверху. Надстраивать этажи для Петербурга история обычная. Так, ничего себе, тут у нас из солнечного Дагестана. Отлично. Как там у вас уже гранаты созрели, нет? Ну и вот контрасты, слушайте. Контрасты. Мы вот сделали там пару шагов, 200 метров от Медного всадника по Галерной, и здесь у нас вот такое чудо. Тут даже уже баннер обветшал.
Тут уже никто ничего не делает. Кошмар. То есть у нас с одной стороны там английская набережная, а с этой стороны у нас улица Галерная. И вот эти все особняки, которые этой частью выходят на Галерную, да, ну вот я имею в виду вот этот дом. То есть он другой стороной выходит прямо на английскую набережную. Ну, по крайней мере, может выйти. Вот давайте тут во дворик зайдем. В Ентот замечательный. Благо здесь открыто. И буквально вот этот дом, или там насквозь окна, да, я вижу окна на ту сторону, там вот окошечко вот это вот светится, как тут показать. То есть там уже набережная, все. А это здание дипломатическое. Чей флаг не могу помнить. Туристический сезон, очень много гостей. Да, у нас тоже, не поверите. Петербург прям наполнен. Хотя даже вот мы сейчас пока шли, опять же, да, мы шли не по Невскому, мы не были на Дворцовой, мы не были на Дворцовой набережной. В принципе, я веду вас и прогуливаюсь по непарадной части Петербурга. Мы идем преимущественно какими-то улочками, закоулочками. Галерная 13. Где-то здесь должен будет дворец бракосочетания номер 1. Вот здесь до школы, резиденс даже эти. Гостишечка такая прикольненькая тут. С ресторанчиком во дворе, и как-то мне кто-то рассказывал, что останавливался в этой гостинице. Но невозможно было спать, потому что окна выходили как раз во двор, а во дворе была открытая терраса. Собачка. Открытая терраса, на которой люди там отмечали чью-то свадьбу. Вот. То есть, как говорится, не отходя от кассы. Ой, прикольно, вот смотрите, а вот это жилой дом. Сейчас вот мы в арке стоим, там жилой дом. Там вот во дворе среди зелени детская площадка. А напротив вот такая чудовищной красоты зеленая сетка. Музей в тишине. Услышь тишину. Необычный музей. Очень странный музей. А тут вот просто особнячок трехэтажный. Ничего такого. Как говорится. Здесь нас сейчас Зикер прошуршал. Замятин переулок с таким приколдесным видом. Да, засвечен, извините уж. Не, ну вот сам особняк, вот с этими щипцами на крыше, с шикарнейшими, я думаю, он вид имел. Вид имел, и лепнина в том числе присутствует, прям хорошо. Но вот его как-то так законсервировали, опять же, непонятно. Непонятно. Так, немножко прерываемся, я смотрю батарейку. Есть, так что живем. Еще гуляем, еще прогуливаемся. Так,
Смотрите, здесь слева у нас очередной дворец, принадлежавший императорской фамилии Романовых. И в него вы можете абсолютно беспрепятственно сходить. Ну, в часть из этого дворца. В нем находится одно из отделений почты. И вы можете сходить на почту, тем самым побывав в этом дворце. Понятно, что по всем залам дворца вы не погуляете, но в парочке залов на первом этаже вы оказаться сможете. Вход с площади Труда, это, соответственно, когда вы пойдете если пойдете на Новую Голландию, соответственно, вы вспомните то, о чем я сейчас вам говорю, что тут есть отделение почты в этом дворце, и сюда можно сходить. Дворец достаточно не старый, такой, это уже постройки на закате царской империи, скажем так. Сохранность имеет великолепную. Слева начинает виднеться кирпичное здание Новой Голландии. Поэтому говорю, вот будете мимоходом на Новой Голландии, зайдите на почту. Давайте зайдем. А чё? Чё я вам говорю, и даже не показал, как до этой почты добраться. Обычная почта в Петербурге работает почтовые отделения в Петербурге работают с 8 утра до 8 вечера. Соответственно, вот это почтовое отделение, судя по тому, что у нас 19:34, должна работать. Сейчас мы найдем, как туда проникнуть. Пока не вижу. Пока тут что-то все... Ворота закрыты. Ну, по крайней мере, вот центральный вход закрыт. Я что, получается, наврал вам? Ну, я вот прям помню, вот... Ну ничего, сейчас обойдем немножко кругом. Так, здесь что? Дворец великого князя Николая Николаевича Синеинский институт был в этом дворце когда-то. Ладно. Николай Николаевич, князь. А не тот ли Николай Старший, который был дядей Николаю II? Как он там был? Министром обороны бы в современное время был бы. Так, вот здесь я вижу уже ворота налево открыты. Частная территория. Так. Фитнес-клуб, салон красоты. Ну, понятно.
А может быть, просто почта уже и призакрыта. А может быть, ту информацию, которую я вам сказал, я сейчас у охранника спрошу. А можно вопросик? Да. А почта же когда-то была где-то во дворце. Она и осталась. А где заходить, с какой стороны? А то есть ворота закрыты, просто уже закрыты или что? Да, до 7 часов. До 7 они, обычно до 8 все почты. Ну, короче, до 7 это. Да. Все, ладно. Спасибо. Так, ребятки, не наврал я вам, почта на месте, но работает до 7. Я же говорю, я помню, что с центрального входа был вход, но я уже думал, может, что где-то с какого еще переехала. Но это, короче, почта работает до 7 вечера. Сейчас мы обратно идем, пройдем мимо центральных ворот. Почта во дворце, прелесть. Да, да, и вот это вот самый, это, ну, это то, что я называю сюром. Это вот, ну, сюр в чистом виде. Великокняжеский дворец, и в нем почтовое отделение. Я, конечно, бы вообще бы охеревал, извините за мой французский, я бы и правда охеревал, если бы весь дворец принадлежал бы почте. Они бы там устроили себе какой-то, ну вот это все, офисы, руководство бы сидело, да, и в каком-то закутке маленьком 3 злобных почтовички, ко всем работникам почты с уважением, но к отдельным личностям, скорее всего, вот эти ворота открываются, просто они сейчас в 7 закрыты. Вот эти советские ворота, раскручивается вот эта вот цепочка, которая не закрыта ни на что. А, смотри, даже до 17 работает. Алена, спасибо. Вот. Почта в Николаевском дворце. И вот там вот эти вот деревянные, массивные, историчные, помнящие руки Романовых двери. Сейчас где-нибудь тут остановлюсь. Вот где-то вот там они. Да. Ой, слушай, я сейчас так прикольно это приложился к камню, а камень теплый. За день нагрелся на солнце. То есть, скорее всего, вот эти ворота не открывают. Они достаточно массивные и кривы. Плюс здесь вот эти вот балки какие-то, видимо, их сдерживающие, их желание раскрыться. И вот правые ворота вот этой сетки, рабицы, они открываются. Так, ладно. Бывшая раньше. Радует, что я вам не наврал. Почта существует. Обязательно сходите. Можно даже какую-нибудь открыточку отправить самим себе из Петербурга. Как вам такой план? С почты, находящейся в Николаевском дворце. А я думаю, это прикольно. Это так же, как если в Калининграде есть там один из мостиков, рядом с которым есть дом то ли смотрителя этого моста, то ли вот этого. И сейчас там расположен магазинчик с открытками, где вы можете купить открытку и тут же отправить ее самому себе. Это прикольно. Так, мы уже по Благовещенскому мосту гуляли по ходу движения по правой части, поэтому мы сейчас перейдем на левую и пойдем с немножко другим видом. Да, привет из Индии, привет в Индию.
Так, справа у нас английская набережная. Просто справа у нас английская набережная, а дальше у нас продолжается набережная уже с именем лейтенанта Шмидта. Река одна, а набережные разные. Ранее был мост имени лейтенанта Шмидта. Ну и заодно набережную также назвали мосту вернули историческое название Благовещенский. Ранее здесь была Благовещенская церковь, храм Благой Вести. Ну и мост Благовещенский, соответственно. На той стороне у нас ждет уже Васильевский остров, площадь Дрезини, один из архитекторов Петербурга. Вот вам, пожалуйста, вид. Большая Нева. Вот где 3 трубы на горизонтике. Под ними находится одно из зданий, принадлежавших Горному институту. Не знаю, зачем это говорю, потому что гораздо важнее и интереснее здание у нас по правую руку от моста. Это Академия искусств и Шереметьевский дворец, и Кунсткамера, и здание 12 коллегий, и дворец Петра II. Кто-нибудь что-нибудь знает про Петра II? А он был. У него целый дворец был. Набережная тоже шикарненькая. Дворцы прикольные. Давайте я вам приближу. Первая береговая линия. Сейчас это у меня не руки дрожат. Я стою сейчас на части моста, которая поднимается. Вот прям виднеется, где мой палец. Вот, ну, в общем, ледокол красен. Вот, мы стоим на пролете, на створке моста, которая у нас поднимается при разведении мостов. Вот этот шов, вот эти зубцы, мы видим воду между ними. Ну и как вы можете заметить, так, проезжаем. Нет ни одного провода здесь на мосту. Все коммуникации проложены под мостом. Это в отличие от Дворцового моста, например. Там все в проводах, и как-то створки, когда разводятся, там все разрывается к чертям. Там же даже прикольно, что были трамвайные пути некогда. Троллейбус, я не знаю, до сих пор ходят или нет. Петр II умер от оспы, все верно. Не удалось ему там поправить сильно. Разгуляться не смог. Как раз время такое было, когда власть перешла к женщинам.
У папы Петра Первого было 2 жены, он сын от 2-го брака. В первом браке были у Алексея Михайловича тоже дети. Соответственно, тут власть в то время у нас скакала из одной ветки Романовых в другую. Время смут, убийств, подлогов и предательств. Такова история. Итак, друзья, мы на Васильевском острове. Мы наконец-то ушли с материка и оказались на острове, на одном из островов Санкт-Петербурга. На одном из самых больших. Остров, который искусственно увеличивают. Я говорю сейчас про намыв. Его намывали и в советские годы, и сейчас тем более расширяют. Так, давайте с таким видом я снова проверяю батарейку. Еще порох в пороховницах, в смысле заряд в батарейке. Тем временем у нас 2 часа 13 минут без единого разрыва. Давайте еще чуть-чуть пройдемся. Начинаю щепелявить. Но я приближаюсь к тому, чтобы начать инспектировать шавухи по рекомендации одного из сегодняшних зрителей. Ну, голодаю, в смысле, я же после смены, после станка, с завода, надо ж уже и перекусить. Так, мы сейчас идем на 8-ю и 9-ю линии Васильевского острова. А может быть даже нет. Давайте здесь чуть-чуть пройдемся по набережной. Вспомним про белый теплоход, про философский теплоход. Тем более сейчас нам будет об этом напоминать камешек. Замечаете, да, что мы уже начинаем ходить одними и теми же маршрутами. Ну или, по крайней мере, маршруты начинают пересекаться. А это все специально, чтобы у вас складывалась картинка географии Петербурга. Вот, с этой набережной осенью 22 года отправились в вынужденную эмиграцию выдающиеся деятели отечественной философии, культуры и науки. Ах, белый теплоход. Та-та-ра-та-та-та. Так, здесь ли? Нет, здесь не перейдем. Слушайте, прикольно. Мы когда в прошлый раз здесь по набережной шли, ни одного корабля здесь, ни одного судна не стояло. А сейчас прям, по-моему, нет, стоял один. Но только один. Так, там впереди, конечно, зебра, но с нерегулируемым пешеходным переходом, поэтому
Будем рисковать, бросаться под колеса, прыгать на капот, но пытаться перейти набережную. И ну почему? Я сейчас специально иду к 10-11 линии, потому что они более спокойные, они более какие-то дружелюбные, что ли, потому что 8 и 9 это самая широкая линия, скажем так, как по мне. Она без единого деревца и с очень широкой проезжей частью, она очень шумная. Поэтому мы немножко в сторонку. И идем. Ух, тут образовался провал. Там у нас тоже очередной памятник Крузенштерну. Так, что мы? Там красный, тут зеленый. Я думаю, парочку машин еще пропустим и пойдем врываться на зебру. Я как бы вот в одно рыло не хочу идти. Вот сейчас вот Audi проедет, и мы пойдем. В принципе, и нашим, и вашим. И волки сытые, и там кто-то цел. А вы представляете, как ночью, когда полная тишина, как в этих районах прекрасно гулять. Так, лучше после работы сначала отдохнуть, поесть, потом уже можно погулять будет. Потом будет лень гулять. Вот я такой... Сейчас переключусь. Я такой человек. Я лучше что-нибудь на голодную сделаю, но это сделаю хорошо и побыстрее, чем на сытую. Я вот поем и все. Я ничего не хочу делать. Я становлюсь ленивый кот. Там такая улочка прикольная. Жаль, что она перекрыта. Вот я про это имею в виду. Здесь было бы прикольно пройтись по ней между домами, но вот бы ночной стрим. Ну, я как-то все-таки анонсировал развод мостов. Эта идея до сих пор жива, поэтому надо как-то осуществить. И здесь как раз можно и постримить сам развод мостов, и после погулять. Ну или это какая-нибудь просто даже не стрим, а отдельное какое-нибудь видео сниму. А то что, один развод мостов и все, ну это скучно. Да, это можно пройтись по набережной, где-нибудь вот остановиться в самом козырном месте. Ну, конечно, самое козырное место надо прийти и занять. Я вам уже, кстати, его показывал. Но это не принципиально, да, можно просто гулять по набережной, снять развод мостов, а потом дальше продолжить гулять по Петербургу. Вот. Так, ладно, переключаюсь на город. Хватит себя показывать, да? А ночной стрим, так, Главное управление навигации и океанографии. Тут ребята, которые заведуют в том числе маяками. Наверное, маяками как на Финском заливе, так и на Ладоге.
Напомню, что мы идем сейчас по 11-й линии Васильевского острова. Справа через дорогу у нас 10-я. Кто до сих пор не привык, такая уж особенность в Петербурге. О, мангал надо, точнее, что это, не мангал, а BBQ шаверма. Ну, прям манит, конечно, манит. О, смотрите, там на стенах и Толстой, и Пушкин нарисованы. Блин, манит. Но я вам сейчас в другое место доведу. Мы вышли на большой проспект Васильевского острова. И здесь мы поворачиваем направо в сторону 8 и 9, но я хочу дойти аж до 5 линии сейчас. И опять же, повторюсь, мы там уже были. Вы это, скорее всего, видели. Я сейчас специально хожу кругами, путаю следы. И пока идем, сразу вспоминаем. Пересечение 6-7 линий за Большим проспектом. Это у нас что? Правильно, это Андреевский рынок. Уже впереди, чуть левее, над деревьями, вы видите, возвышается Андреевский собор. Собор Андрея Первозванного. Соответственно, там через дорогу с нашей стороны будет Андреевский рынок. Ну и в советское время был организован, построен, переделан на месте деревянного рынка Василеостровский рынок. О, смотрите, тут часики. Так. Солнечные часы ленинградской блокады. Опять про блокаду, т.д. Ух, ребятки, кстати, да, сейчас немножко негатива комментаторам. Солнце уже достаточно низковато и спряталось за крыши. Соответственно, мы здесь практически ничего и не увидим. По-хорошему, как раз часы заканчиваются на 8 часах вечера, на 20. А у нас как раз 20. Соответственно, вот тень должна была бы быть прямо сюда. Ну, она у нас так и должна быть. Где солнце, вот солнце, где 20, вот 20. Ладно. И заодно, кто там с географией, север там. Так вот. Капельку негатива. Дорогие друзья и зрители. Так вот лучше. Обращение к вам и ко всем желающим в комментарии написать что-либо, с одной стороны, уточняющее, да, о чем-то я, возможно, на видео или на стриме не сказал, и вы мне пишете, что я там забыл. Я не забыл. Обо всем, в очередной раз скажу, обо всем не расскажешь и не скажешь. Это прям физически на этой возможности нет. Во-вторых, в контексте той или иной прогулки или той или иной темы, то, о чем вы там напоминаете мне, что я якобы забыл, оно просто не вяжется. И третий момент. Здесь, в Петербурге, можно на любом углу, на любой улице, на любой площади, у любого дома вспомнить что-либо о блокаде. Соответственно, каждый раз напоминать мне, что вот в этом доме или вот в этом парке, я сейчас конкретно говорю про Парк Победы, говорить о том, что здесь, что я забыл сказать, и вообще это негоже забывать о том, что там было сожжено
большущее количество в блокаду трупов ленинградцев, а прогулка была просто через Парк Победы на выставку, в контексте выставки, эта информация зачем? Я теряюсь на самом деле. Так, что тут? Бро, ютубер, Россия, Ману Бро. Марку Сини можно, наверное, заблокировать. Я ничего не понял. Так вот, не надо на каждом углу вспоминать про блокаду. Это печальная страница истории Петербурга. Никто не забыт, ничто не забыто. Но каждый раз напоминать об этом, я думаю, не надо. Если уж вам так сильно хочется, делайте это на своем канале. Создавайте свой канал, выбирайте тему «Я вспоминаю про блокаду» и ходите, снимайте видео про блокаду. У меня других слов нет. Я со всем уважением отношусь к ветеранам и там возлагаю почести всем погибшим. Это страшное горе для города и для страны. Но все забываем о контексте. Поэтому не надо. Поэтому вот эти вещи меня выводят, и я могу написать что-то плохое в ответ. И самое безобидное, что я могу сделать, это просто вас заблокировать. Все. Минутка негатива закончилась. Уж извините, но я каждый раз на каком-нибудь из стримов какую-нибудь негативную тему поднимаю. Так, у нас очередной автобус с экскурсией. Марку Сини, вот ты ведь русский понимаешь. Хочется спросить, чё выпендриваешься? Ой, как вам вот эта вот история с оформлением такого ресторанчика? Я так понимаю, тут оливковое дерево приколдесное. Итак, здесь мы прошли, сейчас по правую руку был Андреевский двор, а слева у нас современное гастропространство Васильевский рынок. Сейчас я сразу проникаю в часть открытого двора. Вся история, конечно, внутреннего пространства, она вот здесь вот буквой Г, в 2 уровня. Ну и вы всегда можете что-то взять и выйти на улочку. Так, здесь почему-то закрыли 2-й ярус. Там тоже есть столы, стулья, но сегодня что-то призакрыто. Собственно, друзья. Так, что у нас? Чтобы читать и видеть. Два с половиной часа. Пролетели как один миг. Ну, по крайней мере, там для меня или для вас в том числе. Собственно, прощаемся. Хватит выгуливаться.
Я пойду проинспектирую какой-нибудь, как там рекламировали, шавуху, не шавуху, но что-нибудь съесть надо. Вижу, что здесь уже какие-то ресторанчики с прошлого лета изменились, потому что здесь как-то все было больше связано с морской какой-то тематикой, но здесь и армянский домик, чебуреки у Ларисы, плов лагман и что-то еще. Друзья, спасибо, что были со мной. 2,5 часа. Не каждый это осилит. И не каждый это пройдет. Поэтому хожу за вас я. Приезжайте в Петербург, гуляйте по Петербургу, любите Петербург, рассказывайте про Петербург. Всего доброго и пока.